Проводя исторические параллели, можно обратить внимание на схожесть событий, происходящих в Восточной Европе в настоящее время. С событиями, которые проходили в 30-е годы 20-го столетия. Но прежде всего, как белорусу хотелось бы рассмотреть происходящее через призму интересов белорусского народа. Ситуация, которая сейчас складывается вокруг нашей страны, напоминает подготовку аншлюса Австрии. Тогда с молчаливого согласия демократических стран, которые руководствовались подходом умиротворения агрессора, сперва произошел аншлюс, а потом и Мюнхенский сговор, по которому Чехословакия лишилась государственности. Все знают в итоге, к чему это привело. В 21 веке сложно представить себе мировую войну, но крупный региональный конфликт в Восточной и Центральной Европе, к сожалению, вполне. За примером не надо далеко ходить. До сих пор почти каждый день на востоке Украины погибают люди. Как дальше события могут развиваться, не хотелось бы предполагать, но сходство, к сожалению, настораживает. Поэтому, как бы это ни звучало громко, независимость Беларуси – это ключ к сохранению стабильности в регионе. И сейчас хотелось бы отойти от геополитики и глобальных рассуждений. Узурпировавший власть в Беларуси Лукашенко, пытаясь остаться у рычагов управления любой ценой, своими действиями подводит Беларусь к потере независимости. В августе 2020 года белорусский народ не стремился к никакому геополитическому выбору. Общество хотело уважения, свободы и показало свое стремление к демократии. Таким образом, желание белорусов свободы и независимости, а также политической субъектности – это показатель того, что белорусский народ не стремится к конфликту с соседями. Риторику ненависти и агрессии заводит тот человек, который пренебрегает выбором народа. И сейчас, в первую очередь, белорусам необходимо понять, борьба за свободу теперь становится борьбой и за независимость нашей страны. Именно узурпатор своей политикой поставил белорусов в исторической перспективе перед таким испытанием. У нас нет времени на долгие рассуждения и подготовку, но у нас есть инструмент для того, чтобы показать, что Беларусь не Россия. Лукашенко не представляет белорусский народ и не может сам определять геополитический выбор нашей страны. Этот инструмент, так называемый референдум, мы можем использовать очень скоро, приходить на участки и делать бюллетень недействительным. Тем самым всем вместе сказать о том, что мы не согласны с режимом Лукашенко и мы выступаем за установление законности и создание условий для того, чтобы Беларусь была по-настоящему свободной и независимой. И именно народ Беларуси, белорусский народ, является главным гарантом независимости Беларуси.